И всем здравствуйте! Мы находимся на тестовом сервере, и давайте попробуем оценить нового героя Ауры, которого нам представят в рамках празднования первой годовщины игры. И это празднование, и сам баннер на этого героя уже стартует вроде как на глобальных серверах с 27 марта. Баннер с новым героем, он не совсем простой. У нас это герой Ауры, да? И здесь нам зачем-то показывают Эманлейду и зачем-то показывают Таресию. Это два эксклюзивных героя Ауры, но в пуле героев этого баннера у нас только Анна-Лизис, так ее зовут. И она здесь почему-то, опять же, не является эксклюзивным героем. То есть мы видим, что иконка героя не анимированная, хотя должна быть. И в пуле героев, помимо нее, здесь куча ненужных героев поддержки. Не, ну есть, конечно, нужные там, у кого-то Агоку не хватает пробуждения, допустим, либо вообще его нету. Но в остальном они как бы тут нежелательны. И, к сожалению, здесь, да, нету ни Эманлейды, ни, собственно, Таресии. Хотя у нас здесь уже обновление наступило, у нас здесь 6-й сезон, и сама Таресия доступна. Почему я говорю, что странно, что она не эксклюзивный герой? Потому что, во-первых, сами разработчики в анонсе в Китае нам говорили, что нас ждет новый редкий легендарный герой Ауры. И на тестовом сервере мы видим, что иконка пробуждения такая же, как и у всех эксклюзивных героев, то есть красненькая, да? Поэтому очень странно, что здесь она не считается вроде бы эксклюзивным героем. Я честно пытался проверить, сработает ли гарант на 1000-й призыв, как для любого эксклюзивного героя, да, но у меня не получилось. Я выкрутил 4400 призывов, и каждый раз она мне падала до 1000-го призыва. Каждый раз. Где-то то на 300-й, то на 600-й, то на 800-й. То есть я не смог проверить, к сожалению. Но я думаю, что мы это скоро увидим, когда у нас буквально через 10 дней, да, уже меньше, появится это событие на глобальных серверах. Я думаю, что оно уже будет исправлено. И тогда мы увидим, эксклюзивный это герой или нет. Я думаю, что это все-таки эксклюзивный герой, потому что, ну, во-первых, пробуждение я вам показал, как выглядит. Во-вторых, она у нас первый необычный герой ДД. То есть это же герой школы определенный, да? И то есть в нем должны быть функции героя Ауры. То есть навыки не должны включать, допустим, свойства поддержки, как, например, лечение какое-то, там, снятие ослаблений, наложение каких-то ослаблений, то есть вот такие вот свойства, которые обычно у нас есть только у героев поддержки. Но она первый герой в игре, я других таких не знаю, который является героем поддержки. Потому что урона от нее нету, но при этом есть очень хорошие бонусы. Итак, насчет баннера. И он странный тем, что если она не эксклюзивный герой, то мы никак не сможем выбить ее гарантированно. То есть мы сможем получить ее только если нам повезет, и она упадет именно нам. Точнее, именно она упадет нам. Так как если она не эксклюзивный герой, то даже через 1000 призывов, если она нам не упала, она все равно не упадет. То есть есть шанс, что мы даже 10 000 призывов потратим, и она ни разу нам не упадет, а будут падать все остальные герои. Но судя по тому, как она у меня падала, мне кажется, что все-таки она считается эксклюзивным героем, так как здесь на тестовом сервере версия самого клиента и сервера, да, она сырая, недоделана. Тут куча проблем с переводом. Видим, здесь вообще в тексте написано про Рейту. Причем здесь она, да? То есть я думаю, что это все-таки эксклюзивный герой. И давайте, наконец, посмотрим, как она, во-первых, выглядит, во-вторых, какие у нее навыки, и посмотрим, как она работает. Ну и по традиции, прежде чем смотреть на это все, давайте посмотрим кое-что другое. Если донатить хочется, а переплачивать нет, то есть сервис донатов нет. Это сервис по донату не только в нашу любимую ДХшечку, но и во многие другие игры. Причем с адекватными ценами, часто ниже, чем если покупать напрямую в самой игре. Кошелек скажет спасибо, ну а на сэкономленные средства вы, конечно же, сможете задонатить еще. Разве это не замечательно? Ну и каждый донат также дает возможность поучаствовать в розыгрышах на сайте или телеграм-группе, которые проводятся на регулярной основе. Также помимо доната можно пополнить Steam, PlayStation Store и другие сервисы. Все в одном месте. А если вдруг возникнут вопросы, всегда можно обратиться к службе поддержки, которая оперативно вам поможет. Проходи регистрацию по моей ссылке в описании и получай скидочный купон на первую покупку. Выглядит, собственно, она у нас вот так вот. Давайте посмотрим, как ее представляют. Это у нас какое-то такое духовное существо, но не бесполое, да? С перьями, с металлом, с каким-то золотом, с какой-то энергетикой. В общем, вот такой вот дизайн интересный. Хотя вот эти вот рога, я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. И здесь, как мы видим, уже на тестовом сервере, да, есть проблемы. Здесь нету иконок, во-первых, навыков. Во-вторых, здесь описание на китайском. В-третьих, давайте читать навыки.
На этапе расстановки Анализис можно поставить позади союзного героя, чтобы создать с ним связь. В начале боя Анализис вселяется в связанного героя, его максимальные очки здоровья повышаются на секрет, да? Урон на тоже секрет, нам ничего не говорят об этом, то есть нету в тексте. Я пробовал ставить на английский, я пробовал ставить на китайский, переводить. Там то же самое, там нету этих цифр. И он получает 20% готовности абсолютного навыка. Через 1 секунду после начала боя Анализис применяет абсолютный навык и выходит на поле. Здесь есть проблема. Вот эта вот приписка через 1 секунду применяет абсолютный навык, это неправда. Она его не применяет, поэтому уже есть проблема. Но вот в части вот этой вот, здесь в принципе все правильно. Единственное, что мы не знаем вот этих цифр. Боевой навык. Восстанавливает героям с ауры 30 энергии ауры и накладывает на всех союзников щит прочностью 10% максимум очков здоровья цели. При потере этого щита наносит 100% атаки урона сиянием врагам в радиусе 3 на 3 вокруг защищенного союзника. Если у этого союзника есть щит, наносит врагам в радиусе 100% щита урона сиянием. Ну поняли, да? Если поверх щита накладывать свой щит, то она еще и 100% щита вот этого, который она накладывает, она еще и урон наносит. Но урона как бы от нее очень мало, поэтому это... Я не знаю, зачем это надо, но оно здесь есть. Но что интересно, да? Мало того, что восстанавливает энергию ауры, так она еще и щит всем дает, независимо от того, где они находятся. Плюс ко всему, еще и при потере щита урон наносится, да? Причем по площади. Ну, интересно на самом деле, хотя, опять же, урона мало. И видим, что 6 начальная энергия и полная 10 секунд. Ну, то есть вполне себе нормально. Абсолютный навык. И он здесь самый, ну не самый, но интересный. Анализис взмывает воздух и обрушивается на самую плотную группу врагов. Она наносит всем противникам урон, 10% максимум ОЗ плюс 150% атаки. И с вероятностью 100% накладывает эффект подбрасывания на 5 секунд. С вероятностью 100% она снимает с врагов все усиления, а с вероятностью 100% снимает все ослабления союзников. Ну, уже сильно, да? Но недостаточно сильно. Ну да, щит какой-то, ну да, снимает там что-то там, да, бафы, дебафы с нас снимает, да, ну и плюс оглушение, то есть контроль. Контроль обычно у нас применяется на арене. Но в этом описании нету текста про лечение. Мы видим, что второй уровень навыка, когда мы его прокачиваем, да, здесь лечение плюс 10. А оно здесь есть. Вы суслика не видите, он здесь есть, причем лечение, оно довольно-таки неплохое. Вообще, сразу, да, вопрос такой возникает. Если это герой ауры, то почему она с абсолютного навыка не тратит энергию ауры? А куда она вообще ее девает? А она ее девает на лечение. И мы позже это посмотрим в бою. То есть она, получается, оглушает врагов. Здесь видим, что подбрасывание и оглушение. То есть здесь только про подбрасывание написано, но там есть еще и оглушение. Снимает с врагов все усиления, а с вероятностью 100% снимает все ослабления с союзников. И еще и лечит. Вот такой вот интересный герой. Ее талант эксклюзивный. Когда боевой навык дает щит союзнику, герой получает 3% готовности абсолютного навыка. Ну, не обращайте внимания, что минус 3. Она получает 3% готовности абсолютного навыка. То есть она еще и ускоряет сама себя. Пробуждение. Когда боевой навык, это первое. Когда боевой навык дает щит союзнику, наносит 100% атаки урон сияния врагам в радиусе 3 на 3 вокруг него. Если у союзника уже есть щит, наносит врагам в радиусе 100% щита урона сиянием. Я не совсем понял, что здесь другое. Наверное, то, что она в любом случае будет наносить урон, когда дает союзнику щит. Ну, учитывая, что урон у нее слабый, я не знаю, зачем это. Второе пробуждение. Урон, наносимый союзными героями со щитом, увеличивается на 10%. А вот это вот уже интересно. Это вот интересно, второе пробуждение довольно-таки неплохое. В начале, это третье пробуждение. В начале боя остальные герои, на которых не действует одержимость, получают 10% по максимальным очкам здоровья и 10% к бонусу к урону и энергии ауры. Вы представляете? Здесь увеличение урона, да? И здесь увеличение урона и максимальных очков здоровья. Причем к бонусу к урону и энергии ауры. Это имеется в виду вот эта вот одержимость, я так понимаю. Которая у нее с пассивного навыка идет. Четвертое пробуждение, очки здоровья плюс 30%. И пятое, если при применении абсолютного навыка расходуется 100% энергии ауры, после небольшой задержки он повторно наносит всем врагам урон. Видим какой, да? И рассеивает с них все усиления, игнорируя сопротивление. То есть здесь уже тогда не придется и точность собирать. Также рассеивает все ослабления со всех союзных героев, игнорируя сопротивление. Ну, я бы не сказал, что прям обязательное пробуждение, но вот второе и третье выглядит довольно-таки сильным. Я уже попробовал этого героя на второй воронке, она у нас сегодня открылась. И получился неплохой урон, но пока что это все неоднозначно, потому что непонятно, это правильная работа навыков, либо неправильная.
Тем более у меня здесь все плюс 5. Тем более воронка вторая, да. То есть на третий, на четвертый будет гораздо сложнее. У нас здесь уже сила особо расти не будет. Мы здесь 100-е уровни, у нас все таланты и связь стихий прокачана почти на максимум. Здесь у нас есть такой пример разъедания. Ну, не совсем хороший, но он здесь есть. То есть, ну, вполне себе неплохой урон. Пока что. Дальше посмотрим, что будет. Основной урон здесь наносит, точнее, весь, можно сказать, урон наносит Таресия. Это легендарный, эксклюзивный герой, да, который 5-го сезона, Ауры. И он у нас, да, скоро уже будет доступен. А теперь давайте посмотрим, как она работает на примере Гарпии. Как уже было написано в пассивном навыке, да, она здесь вселяется и увеличивает характеристики того, в кого она вселяется, плюс заряжает его на 20%. Для того, чтобы она в кого-то вселилась, кстати, я скажу, озвучу это, да, здесь не написано, что она обязательно должна быть с героем Ауры. То есть она вселяется в любого, я не знаю, это баг, либо это такая фишка, но мы скоро это узнаем. Надеюсь, что это фишка, потому что тогда этот герой может вполне себе использоваться в любых других командах. Не знаю, появится ли такая комбинация, либо нет, но я почему-то думаю, что по-любому появится, потому что бонус к урону и к очкам здоровья у нее довольно-таки неплохой. Плюс ко всему она заряжает, да, на 20%. Это в том числе на арене может пригодиться. И для того, чтобы она вселилась в кого-то, да, нужно поставить ее прямо за тем, в кого мы хотим, чтобы она вселилась. И видим, что появляется эффект, ну здесь проблема, да, с анимацией, с графикой, появляется такое неправильное отображение артефакта, но это тот самый эффект связи. Именно в пределах одной клетки, то есть слева-справа не получится, если кто-то будет между ними, естественно, вселится в него, да, то есть в ближайшего. Если мы не поставим, то она просто не вселяется, никаких дополнительных эффектов она при этом иметь не будет. И давайте посмотрим, как это происходит в бою. Здесь мы вселимся в Эманлейду. Для чего? Для того, чтобы она лучше жила и плюс быстрее зарядилась. Эманлейда у нас быстренько вынесет дымков. Эманлейда у нас необычный, да, ДД. Она у нас с артефактом. Если вы не знали, артефакт подправят в обновлении, и он будет снижать получаемый ей урон на 20%. Это такой ДД, который может танковать, очень даже неплохо причем. Это все-таки 20-я гарпия, она бьет довольно-таки сильно, но при этом мы видим, что Эманлейда чувствует себя вполне себе уверенно. Ну, конечно, она 5-го пробуждения, но я уже и без 5-го пробуждения проверял, все вполне себе нормально. Давайте мы уберем пробуждение и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы сняли все пробуждения. И давайте повторим бой, тоже в замедленном. Поначалу Эманлейде у нас здесь тяжело, но как только дымков становится меньше, все без проблем. Плюс ко всему видим, что только что Анализис использовала свой абсолютный навык и пошло лечение. Причем для того, чтобы лечить, у нее должна быть энергия ауры. И каждое лечение, она вот такими тиками, то есть она так вот раз там в секунду, допустим, либо сколько там, 2, я не знаю, она, получается, тратит энергию и производит лечение. Лечение довольно-таки неплохое. Мы видим, что у Эманлейды полное здоровье. И вы видели, что она лечила на 13 тысяч с копейками. Причем она лечит всех. Она лечит всех. Видим, что лечение — это ее заслуга. 254 тысячи. Давайте посмотрим еще раз. Только более внимательно. И обращайте внимание, какой щит Эманлейда получает. 29 тысяч. 29 тысяч. И сейчас, обращайте внимание, вот она абсолютный навык использует и начинает терять энергию ауры. И при этом мы видим хил. 13500 на Эманлейду приходит. Хил зависит от очков здоровья максимальных. Чем больше, соответственно, тем выше хил лечения. И она лечит до тех пор, пока не потратит всю энергию. Причем она, как вы заметили, не заметили, если точности ей хватает, она сняла у гарпии усиление на снижение урона. Плюс ко всему она снимает у всех, она снимает вот ослабление, которое гарпия накладывает. А теперь давайте посмотрим на примере манекенов, да, какой щит она будет давать и какое усиление будет у нее, у Эманлейды по урону, когда она вселяется, либо когда она не вселяется. Давайте сначала посмотрим с вселением. Обращайте внимание на щит. 58 тысяч. Так, да.
А теперь давайте посмотрим на примере манекенов, да, более детально, какой щит она дает, когда она вселяется и когда она не вселяется. И плюс ко всему, какой щит она дает с боевого, в зависимости от очков здоровья. Обращайте внимание сейчас, сколько получит щит Эманлейда. 24 700. Это щит с боевого. Затем вы видели 58 тысяч, она Эманлейда сама на себя наложила. 27, по-моему, да, и 58. При этом сама она получает, если вы заметили, 18 тысяч. Щит. Вот, 18 900. И лечение, да, давайте ультанем. Лечение. 11 300, видим, и 8 700. И когда у нас мало героев ауры, да, то она мало лечит. То есть 4 где-то, может быть, 5 раз. Когда у нас все 5 героев, у нас было до 9 раз она лечит. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы уберем эту связь. Какие щиты будут и какое лечение. — 21 и 52. И себе она дает все те же 19, ну то есть 18 900. То есть разница небольшая, но она есть. То есть 52 и 57, ну на 5000 щиты жирнее. Эманлейда на себя накладывает. Лечение. 9 900 и 8 700. Было 13, да? По-моему, 13 или 12. 11 было. А стало 9 с чем-то. 10. Не такая уж большая разница, но в бою я думаю, что она скажется. Если же мы поставим всех 5, да, давайте посмотрим, что будет тогда. Щиты на Эманлейду. 24 и себе 21. А здесь 61. 61. Ну, за счет... за счет союзников вот этих дополнительных, да, и плюс связь стихий полная. У нас здесь совсем другие цифры уже. 24 и 61. Так, а лечение, лечение. 11 тысяч. И видим, что заметно больше она успевает лечить, потому что у нее больше энергии ауры. А теперь давайте связь поставим. — 27 и 67. Ну, то есть на 5-6 тысяч больше щиты, когда она связь делает. То есть это практически 10%. И лечение. 12 500. Тоже немного, но с учетом количества вот этих вот тиков лечения, то вполне себе неплохо. Главный ДД у нас здесь Таресия. Она у нас, да, перегоняет Эманлейду довольно-таки серьезно. Давайте сравним урон. И связь у нас будет трехкратная, вот такая вот неполная. Здесь у нас будет Линкас с сундучком. Анализис у нас вот такая вот. И Эманлейда у нас здесь выглядит вот так. Ей вообще по-хорошему шанс крит удара, конечно же, нужен был. Но я ее одел в танка больше, и поэтому у нее здесь урон довольно-таки слабенький. Я не буду трогать Линкаса. Видели, что оглушение на манекенах проходит, когда Анализис ультует. И оглушение причем, и подбрасывание. Ну, урон где-то вот такой вот, да, чуть выше 300. Ну, а без связи стихии видим, что кое-как до 290, в общем, было. 290. А там было 330, по-моему, да? Чуть выше, чем 300, я имею в виду. Ну, то есть тоже процентов 10,
чуть больше даже урона прибавилось, что тоже вполне себе неплохо. Не знаю, станет ли это поводом, когда у нас будет позволять связь стихий, использовать ее в команде, например, горения. Вот думаю, что на арене вполне себе может и получиться. То есть мы заряжаем того же, например, Ашетиуса, ставим Майтан, и Ашетиус довольно-таки уверенно и быстренько должен на старте. И давайте посмотрим, как это будет происходить. Вы посмотрите. То есть на 6-й секунде уже Ашетиус наш вышел из себя. Давайте еще раз посмотрим. Обращаем внимание на таймер. Да, 6-я секунда, и он уже здесь. Если же мы попробуем совместить его и, например, Сагамира, что-то вот такое вот, да, давайте посмотрим. На 4-ю секунду. Вы посмотрите, ну это капец, конечно. На 4-ю же, да? Да, на 4-ю секунду. Я не знаю, сможет ли это как-то конкурировать на арене. Но интересный вариант. Она такая, тоже неплохой аналог Сагамира, который еще мало того подлечить может. Сагамир у нас контролем занимается, а она может подлечить. Плюс ко всему снять какие-то ослабления, да, и снять усиления со всех, напомню, да, врагов. Вообще она вроде бы интересный и универсальный герой, но нужна ли она вам, это вопрос. Во-первых, нужно подождать тестов. Более таких реальных тестов, уже полевых, даже, скажем так, то есть в реальных условиях и с реальной конкуренцией. Во-вторых, она больше, конечно, наверное, будет полезна для тех, кто будет собирать героев ауры. Я имею в виду в первую очередь Таресию, то есть кто серьезно планирует ими играть. Команда ауры вообще теперь станет такой уникальной, так как она будет включать в команду 5 героев ауры, может включать, да, и при этом у них есть и танк в виде Иманлейды, и герой поддержки в виде Анализис. Интересный вариант, причем я и поставил рок, обращу внимание. В 6-м сезоне у нас будет вот такой вот сет, очень серьезный. Атака союзника под щитом носителя повышается на 10%. Если при этом у союзника полные очки здоровья, его урон дополнительно увеличивается на 10%. То есть, когда мы ее ставим, например, вселяем в Таресию, то у нее и атака увеличится, и урон. Ну и помимо этого еще есть и пассивка. Пассивка ее, которая еще больше увеличит урон, и очки здоровья, и, соответственно, за счет очков здоровья еще больше урона. Так что герой интересный. Если вы планируете играть аурой, то я бы посоветовал вам, конечно же, ее выкрутить, одну копию. Если же нет, но все равно у вас есть ресурсы, не знаю, я точно ее заберу одну копию. Потому что мне интересно попробовать ее вот в таких вот связях, которые я предложил, вот, допустим, с Ашетиусом. 4 секунды он уже ультует. Ну это же прикольно. Что-то можно такое придумывать тогда в игре. Мне нравится, когда есть вот такие интересные комбинации. Поэтому ее одну копию, ну тем более для коллекции, да, она у нас герой до годовщины. Скорее всего, это эксклюзивный герой, поэтому, ну, в принципе, 300 призывов я на нее готов отдать. Но насчет вот пробуждений, ну это как повезет, целенаправленно крутить я бы их, конечно же, не стал, потому что они здесь не какие-то кардинальные. Они хорошие здесь вот с этим уроном, да, плюс 2, когда плюс 3 урон увеличивает. Но я думаю, что одной копии для начала будет вполне себе достаточно. Лучше уж выкрутить тогда вторую копию Таресии, например, там, либо третью. И напоследок давайте посмотрим, как команда Аур здесь живет на второй воронке, да, в конце боя, когда уже урон от босса идет максимальный. Ну и мы видим, что под конец боя Анализис тут уже не выдержала. И набили они где-то в районе 750, да, миллионов. То есть разница довольно-таки заметная, но обращу внимание, что здесь все без пробуждений. Главный урон здесь наносит Таресия. Добавил первое пробуждение Таресии. Естественно, ничего не изменилось. Добавил второе, уже стало заметно лучше. Почти в 2 раза. Добавил третье, четвертое, там идет атака на третьем и крит шанс, крит урон на четвертом. Стало еще лучше.
Ну и как водится у разработчиков по традициям, да, все самое вкусное они. Ой, в пятое пробуждение воткнули, да, и когда плюс 5, и сразу совсем другой результат, просто очень сильно отличающийся. Но опять же, не делайте предварительных выводов, да, потому что пока рано. У нас здесь вторая воронка, да, и 100 уровни, все таланты, поэтому это вообще не показатель. Плюс ко всему, на второй воронке, да, у нас такой связи стихий никогда не будет. Я, правда, здесь снижение урона нигде не прокачивал, но увеличение урона здесь уже на максимум. А, нет, кстати, соврал. Полученный урон минус 10, вот этот вот здесь для света сделан. Просто я хотел посмотреть, сколько стоит вот эта новая последняя ветка связи стихий. И она тоже стоит 60, как и вот эта вот. И она здесь дает атаку, защиту здоровья, я уже попутно, да, скажу вам. И здесь тоже. То есть для каждой стихии отдельно. Атака, защита здоровья. Нам добавили еще, куда тратить наш экстрагент связи. А на этом пока все. Будем тестировать. Будем смотреть, во-первых, на глобальной версии сервера, да, чтобы уже посмотреть на, надеюсь, нормальное описание и на нормальную корректную работу самого персонажа. Может быть, там будут отличия. Ну а вот тестовая версия, она вот такая. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.